Привет, мои дорогие! Здесь ваш портрет и портрет вашего мужчины. И мы посмотрим для вас расклад на такую тему: его мысли, чувства и действия. Актуально тогда, когда вы нашли. И я буду делать расклад на картах, которые называются под розами. Шикарные совершенно карты. Мы посмотрим вот что. Назовем этот расклад, мое авторское название, да, будет такое название: «Три орешка для Золушки». Чтобы посмотреть, вот раскусить мужчину, да, раскусить его чувства, раскусить его мысли и раскусить его действия. Три орешка для Золушки. Активируйте, если пожелаете, одну карту, вот эту как себя, а эту как его, и вы получите четкие и честные ответы на такой вопрос: что он думает, что он чувствует и что он будет делать. Приглашаю вас устроиться так, чтобы вам было удобно и чтобы вы, используя для себя, получили этот расклад и хорошо провели время в компании этих замечательных таинственных карт, ну и в моем скромном лице также. Ну вот, мужчина, ваш мужчина, которого вы загадали. Можно представить себе его запах, его лицо, его осанку, а можно просто посмотреть. Вы в любом случае точно получите ответы, не сомневайтесь. Итак, что мужчина думает, что чувствует и что собирается делать по отношению к вас. Я буду брать по 3 карты, поскольку у меня здесь 3 орешка для Золушки, такая тема, да, мы все Золушки, девочки. Мы все рассчитываем, что-то у нас было. О, звезды! Мечта сбывается. Вот это, знаете, когда выходит карта звезды, вот это то, что вы встретите мужчину, который сделает вас счастливой, или тот человек, который сейчас уже с вами. Но он должен стать лучше по этой карте. Он должен наверняка сделать вас счастливой. Я буду брать по 3 карты на мысли, чувства и действия, чтобы троекратно посмотреть. Кстати, 9 троекратное число, да? Число мастер 9. А треф — это семейная карта. Кстати, вот лиса — это же не только карта там соперников или тех, кто негативно влияет на ваши отношения, потому что лиса — это тоже символ в природе той, кто очень заботится о своих маленьких и о семье. Кстати, лисы тем они и знамениты в природе, что они очень заботятся о семье. Поэтому Ленорман здесь делает такую кооперацию лисы с трефовой мастью. Трефовая масть — это семейная масть. И деловая тоже. Лиса, она деловая и семейная, очень четко подходит. И 9, она всю себя посвящает семье и делам. Так что, может, с одной стороны, эта карта сама себя показала и может показать, что кто-то мешает вашим отношениям, какие-то соперники, какие-то недоброжелатели. Но тоже карта лиса может говорить, что мужчина заботится о вас, хочет, чтобы все было хорошо между вами. Но расклад я начинаю через секунду. Это лишь только карты сами себя такие показывали, да? Итак, ой, смотрите, продолжение следует, да? Ну, смотрите, вот эта карта вместе с лисой может означать негативное воздействие, потому что плетки. Кто-то негативно воздействует, кто-то хочет вам помешать, навредить, кто-то хочет испортить ваши отношения. А также плетки — это просто нужно почистить дом, почистить ауру, почистить отношения. Или эта карта может передавать ваше состояние в момент просмотра. Может, вы с мужчиной поссорились, может, он вас обидел, плетки, да, нарушил ваш покой. Может, мужчина сделал вам больно. Или вы поссорились. Это может иногда показывать такую внезапную ссору на пустом месте. Что-то такое у кого-то проиграется. То есть у всех разные мои слова, конечно, проиграются. Но плетки часто показывают или негативное воздействие, или ссору. А эти 3 карты будут его мысли. Потом я возьму еще 3 карты его чувства. Вот эти 3 карты его чувства. И еще будет 3 карты его действия, дорогие мои. Его действия. Действия мужчины, о котором вы сейчас думаете. Какие у него к вам действия? 3 карты его действия. Вот так вот. Также мы возьмем карту совета. Смотрите, опять плетки. Не ссориться, да? Совет не ссориться. Некоторые поссорились или вас поссорили.
Здесь может быть такое, что или вас поссорили, или вы с ним поссорились из-за вмешательства каких-то обстоятельств, либо третьих лиц. Здесь у нас будет чувство. Нет, здесь у нас что он будет делать? Здесь чувство, здесь мысли, да? Так, мы решили с вами. Смотрим раньше мысли. Смотрите, мысли у него затуманенные. И кто-то в обществе, кто-то в том обществе, в котором он вращается, ему запудрил мозги, можно сказать, да? Мужчине запудрили мозги. Потому что сад и тучи. Мужчину кто-то обманул, кто-то ему навязал какое-то мнение, кто-то ему, прямо скажем, запудрил мозги. Кто-то хочет его увести от правды, кто-то скрыл от него правду. Потому что тучи рядом с ним, и это говорит, что кто-то его скрыл, кто-то скрыл от него правду, от этого человека, понимаете? Вот. И сад — это семья, или это те люди, которые близки к нему, скрыли от него правду. Обманывают его, хотят, чтобы он делал так, как им выгодно. Такое, знаете, чипирование дурацкое. Это когда кто-то ему внушает, что он должен делать, что он должен предпринимать. Кто-то говорит, вот тебе это выгодно. На самом деле это им выгодно, а не мужчине. Здесь карта тучи об этом. Что еще у него в мыслях? Это кольцо. Кольцо очень хорошая карта. Она говорит о том, что мужчина может готовить вам какой-то подарок, хочет угодить. Карта свиданий, карта выполненных обязательств. Да? Хорошая очень карта. Но смотрите, у него разные мысли есть. У него как бы 3 мысли проходят, да? Одна мысль — это о вас. Если вы еще не женаты, он хочет жениться на вас, чтобы был порядок, мир. Все было как нужно между вами. Хочет вас обрадовать чем-то. Что-то подарить вам хочет. Хорошая карта. И главное, что кольцо — это всегда выполненные обязательства. Человек взял на себя ответственность и будет выполнять обязательства. Это по карте кольцо. Но еще у него есть другие мысли, вот это о других людях. Может, его или дети от другого брака, или его родители, или мысли у него. Сад — это может быть ведь коллектив, в котором он работает. Он, может, думает о коллективе, может, там какие-то у него туман идет, да? Туман идет от других людей. Этот туман могут посылать другие люди, потому что им так выгодно. Гарден или сад — это другие люди, а тучи — это когда вот его обманывает кто-то, мужчину обманывает кто-то. У него мысли так, чтобы защитить себя от обмана и чтобы вам сделать хорошо. У него разные мысли есть. Так, дальше его чувства. Что у нас здесь в чувствах? Еще одна женщина какая-то есть у него в чувствах. И эта женщина, видите, вот эта книга говорит о том, что мужчина, скорее всего, не просто имеет чувства к ней, она ему родственница. Это может быть его мать. Это может быть его мать, с которой он как-то связан. И эта мать на него как-то влияет. Это может быть мать, потому что Луна карта вышла, да? Луна может указывать на родственную связь. Какая-то женщина хочет на него влиять, может быть негативное влияние, может его прессует, командует, хочет что-то ему доказать, хочет, чтобы он на нее время потратил, может быть хочет, чтобы он деньги на нее потратил. Какая-то женщина на него очень сильно влияет. Луна — это материнская карта. Так что это, скорее всего, у него есть еще влияние другой женщины. В чувствах у него есть, знаете, он не хочет мать обидеть, но он не хочет ее слушать. Я бы это вот так прочла. Он не хочет ее обидеть, но он не хочет ее слушать. И еще мы посмотрим его действия. Самое главное, его действия. Хорошо, письмо. Еще один мужчина вышел. 3 лица здесь. В этой колоде 2 карты людей, 2, вернее, пары людей, да. Эти 2 пары здесь нужны, ну, потому что бывают родственники, бывают другие люди. Всегда хорошо, когда в колоде есть дополнительные люди. Но вы знаете, именно они и вышли, смотрите, оба. Такое бывает редко. Так что в чувствах у него, как я уже сказала, человек, вот книга и Луна, это, конечно, родственница его, скорее всего, мать его. А мне кто-то писал, мать у него уже нет. Ну, во-первых, дай Бог ей здоровья, если она еще есть. Но если у него матери уже нет, эта мать еще больше на него влияет. Всегда те родители, которые уже ушли в мир, но они еще больше влияют. Это тоже, может быть, такое проиграется. А здесь отец.
Здесь может быть отец, здесь может быть другой человек. Но у него какие-то бумажные дела связаны с этим человеком. И какие-то или переговоры идут на работе, может, начальник, друг. Но у него в действиях он хочет что-то решить, какие-то бумажные дела. Но это может быть запросто, что это касательно вас обоих, какая-то дарственная или суд какой-то, или же наследство. Касается вас обоих, он будет действовать в ваших интересах, но там будет третье лицо еще вовлечено. Это третье лицо, скорее всего, мужчина. И этот мужчина на него сильно влияет, потому что с ним будет разговор. Какой-то очень серьезный разговор. Это точно. Ваш партнер, ваш мужчина готовится к этому разговору, и он нервничает, переживает. Связано с бумагами, с решением каких-то бумажных вопросов. Вот с этими бумагами это все и связано, дорогие мои. Между вами вышли плетки. Некоторые из вас поссорились, некоторые из вас... А вам нужно очиститься от чего-то, да? Некоторые из вас, может быть, не то чтобы вы поссорились, а вас поссорили, вас поругал кто-то. Потому что плетки, это может говорить о том даже, что какие-то вмешиваются, ну, другие люди, вот эти третьи лица вмешиваются. Плетки иногда, карта показывает, что нужно заработать денег, и может из-за денег были ссоры. Плетки иногда показывают, что мужчина скучает, у вас что-то не получается в интимной сфере. Что плетки означают? Ой, смотрите, точно, это интимная сфера. Но это у очень многих проиграется, что плетки как раз интимная сфера. У него сильная страсть к вам, но как-то в этой области у вас не ладится. То ли вас кто-то поссорил. Но медведь очень хорошая карта. Мужчина у вас очень заинтересован. Да, он хочет с вами встретиться. Клевер очень хорошая карта. Он хочет любви, он хочет взаимопонимания, он хочет с вами встретиться. Будет встреча. Здесь и письмо вышло, будет встреча. Но он улаживает сейчас какие-то дела. Может, у него двойная работа, он где-то работает, устает. Но встреча точно будет, и потому что горит страстью. Вот медведь, когда выходит, это означает, что мужчина горит страстью, хочет с вами связаться. Та же карта вышла, смотрите. Звезда. Видите? Это та же карта, что уже была, вышла опять. Конечно, звезда показывает, что мужчина настроен к вам очень позитивно. Вместе с клевером это очень удачная встреча. У вас будет с ним удачная встреча. Она приведет к взаимопониманию, приведет вас к любви. Это очень хороший расклад. Вообще, когда выходит карта звезда, это перспектива на развитие отношений. Да? И вот видите, как складывается все здесь прекрасно. Огромные перспективы для развития отношений есть. Клевер и звезда, а также медведь. Так что мужчина заинтересован в вас, потому что вы предназначены друг другу. Медведь — это когда есть страсть неподдельная. Когда есть страсть, потому что люди, ну, на химическом уровне это самый важный уровень, да, без него никак нельзя в отношениях. И вы суждены друг для друга, вы предназначены друг другу судьбой, это понятно. И мужчина будет искать с вами встречи. И здесь не важно, какой у вас сейчас статус. Вы можете с ним встречаться, жить вместе, или вы уже женаты. Мужчина желает встречи с вами. Он ждет, когда вы встретитесь. Он заинтересован в вас, очень серьезно заинтересован. И, конечно, это перспектива развития. Звезды. Клевер указывает, что перспектива развития очень хорошая. Клевер — это удача, радость, и друг другу вы дарите, а также скорая встреча. Вот именно эта карта — скорая встреча. Да? У нас здесь шестерка бубен, а шестерка бубен означает, что по ранней дорожке, то есть скоро встреча будет. И любовная встреча, шестерка червовая, свидание, да. Так что вот так и все и будет. Это очень хороший расклад, многообещающий, и он, знаете, показывает многое, показывает, что на глубоком уровне никакие силы не смогут вас поругать. У вас очень сильное притяжение друг к другу. А по любым законам физики, если притяжение есть, будет контакт. Вот и все. Так все просто и понятно, и легко. Девочки, мальчики мои любимые. Кольцо показывает, что мужчина в вас заинтересован и хочет взять ответственность за вас и выполнить то, что вам обещал. Просто иногда это как бы дольше происходит все. Но иногда обстоятельства от него, конечно, не зависят, да.
Он точно выполнит все, что обещал, потому что сильный, сильный, он еще проявится. Вы скажете, да, он слабый. Он раньше был слабый. А сейчас со временем он будет становиться все сильнее и проявится в лучшем совершенно проявлении своем. Но ему нужно решить, какой-то разговор у него будет серьезный с мужчиной другим. Надо решить какие-то бумажные дела. Он ждет, пока он придет к вам уже с каким-то решением, да, с каким-то подарком. Кольцо-подарок. Никто не может ему повредить, конечно, в этом плане никак. Так что здесь не сомневайтесь. Знайте, что у вас с этим человеком, которого загадали, все должно быть хорошо. Тучи должны развеяться. Это обязательно. Вот, девочки, мальчики, такая моя рубрика. Это новая авторская рубрика моя. Называется она «Три орешка для Золушки». Дайте знать, или вам эта рубрика подходит, потому что каждый раз какой-то другой элемент вашего мужчины выходит на связь, он как-то по-другому проявляется, да, в каждом раскладе. Поэтому моих раскладов можно смотреть столько, сколько хочется. Это разговор с высшими силами и с самим собой. Это очень полезно, потому что у вас уже в проекте есть счастье. Вы же хотите счастья. А раз вы счастье хотите, у вас в проекте уже есть это счастье, да. Часто карты это показывают, помогают вам к счастью прийти. Поэтому знайте, что моих раскладов можно смотреть столько, сколько вашей душеньке угодно. Также ставьте, пожалуйста, лайк, потому что оценить расклад — это очень полезно. Я как-то в каком-то видео обронила слова такие, что эмоции — это значит проявить движение. Но это от латинского emotion. А мне пишут, некоторые девочки пишут, но вы ошиблись, эмоции пишутся с буквы «э». Думаю, что я до такой степени безграмотная, что я даже не знаю, что по-русски эмоции пишутся с буквы «э». Это смешно. Ну, может, я не особо грамотная, но назвать меня до такой степени безграмотной просто невозможно. Да, девочки, я отвечаю за свои слова. Я не имела в виду вот русская интерпретация слова emotion, то есть эмоция, а я имела в виду латинский вариант, из которого русское слово это произошло. А там первая буква как наше «е», а латинское «и» называется. То есть проявить во внешний мир. Слово «эмоция» состоит из двух элементов. Первый элемент — это «и», то есть проявить во внешний мир, а второй элемент — это «motion», то есть движение. Так что пальчик вверх или вниз — это проявление эмоций. Там поцелуй, обнимашки или наоборот, там уйти, разозлиться, хлопнуть дверью. Это все проявление эмоций, да? Эмоции нужно проявлять. И это нам намек, девочкам и мальчикам всех возрастов, что эмоции нельзя держать внутри, это очень вредно. Я как гомеопат вам скажу, что это очень вредно. Эмоции нужно проявлять. Кое-кто не ставит лайк, думает, что это продвинет мой канал. Я в это не верю. Никто еще не видел, чтобы лайки продвигали канал. Канал продвигается, если делаешь работу честно и с удовольствием от сердца, то, что я и делаю, да. А лайк — это чтобы вы выразили эмоцию, чтобы для вас это было полезно, приятно было. Всегда хорошо выразить эмоцию. Если вы копите в себе эмоции, это очень вредно для здоровья. Поэтому поставьте сейчас лайк или дизлайк, что вашему сердечку, вашей душеньке угодно, то и поставьте. Не то, что я там говорю, а то, что вам угодно, то и делайте. И еще подписывайтесь на канал. Знаете, какая есть там вещь такая? Если красным у вас на экране написано «подписаться», значит, вы на мой канал не подписаны. Нажмите туда, это не стоит абсолютно никаких денег, потому что дружбу за деньги нельзя купить. Вот, нажмите на это красное слово, оно станет сереньким. А это значит, вы подписались. Потому что все для вас, почему не подписаться? В общем, такие слова, да? Так что будем, девочки, мальчики, видеться. Я знаю точно, что у вас все будет просто замечательно. И еще я знаю, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. До новых встреч. Пока-пока, друзья.